Всем привет! В этом видео я постарался собрать неплохие игры с открытым миром для одного игрока без онлайна. Также не стал добавлять всем известные проекты по типу серии GTA, Titan Quest, Гангстерских войн и множество аналогичных игр. По традиции попрошу поддержать видео, и до 1000 человек на канале осталось не так много, давайте поднажмем. Не затягиваю, берите чаек, печеньки, а я начинаю. Открывает наш список игра, которая позволяет окунуться в воздушные просторы Земли и в прямом смысле полетать над огромным миром. Игра выполнена в жанре симулятора, где игроку представлена возможность побывать в роли монаха с необычной способностью. Он умеет превращаться в ворона. Из особенностей подчеркну красивую графику и отличную расслабляющую звуковую составляющую. Игра получилась атмосферной и в целом подходит для того, чтобы ненадолго отвлечься от обыденных дел. Что касается оценки, то проект получил 3,5 балла из 5 возможных. Это приключенческая игра с фантастическим и открытым миром, с немалым количеством заданий, возможностью контролировать и изменять время суток. Дополнительно отмечу смену погодных условий, от дождливого дня с молнией и громом до обильного снегопада. А если временно не захочется выполнять задания и сталкиваться с NPC без дружелюбного настроя, то можно отстраниться от всего этого, просто переведя игру в режим исследования. И после этого исследовать дикие реки, долины, водопады в том темпе, который удобен именно вам. Что же касается оценок, то более 4000 игроков оценили данный проект. Средний балл составил 4 из 5 возможных. Это прежде всего тактическая ролевая игра старой школы, действие которой происходит в открытом мире. По сюжету игроку представлена возможность почувствовать себя новобранцем, примкнувшему к рядам защитников, ведь в последнее время люди все чаще говорят о чернокнижнике, властелине черной магии. Из особенностей подчеркну большое количество оружия и доспехов, возможность выбирать ответы в диалогах, тактическую пошаговую боевую систему. Это интересный проект, получивший среднюю оценку в 4,6 балла от более чем 400 тысяч игроков. Многим известная серия гонок по бездорожью с реалистичной графикой, в которой есть как сюжетные миссии, так и открытые локации для исследования. Игроку представлена возможность сесть за руль внедорожника и столкнуться с суровыми сибирскими трудностями, безжалостными климатическими условиями, с динамической сменой дня и ночи. Дополнительно отмечу, что в игре реализовано 16 внедорожников, от легких автомобилей разведки до тяжелых военных грузовиков, 15 открытых карт, которые можно свободно исследовать, ручное управление полным приводом. Игра получила порядка 1000 отзывов и имеет среднюю оценку в 4,4 балла. Прежде всего, это классическая ролевая игра, в которой вас ожидает захватывающее приключение по 3 континентам. Множество разнообразного оружия, различных предметов, 3 расы и 4 класса с деревьями навыков. Возможность переключения камеры между первым и третьим лицом, проработанная система день-ночь, а также огромный мир для изучения и путешествий. Изначально игра на английском языке, но если задаться целью, в интернете гуляет рабочий русификатор. По оценкам у проекта все более-менее нормально, 1500 отзывов и 4 балла из 5 возможных. Это научно-фантастическая 3D-ролевая игра, действие которой происходит в будущем. По сюжету колония оказывается в изоляции и запустении. Игроку предлагается примерить роль элитного наемника. При создании героя можно выбрать один из 3 классов и пол персонажа. А после нужно исследовать огромный открытый мир, причем не пешком, а на мехах и ховербайках. Отмечу немалый набор предметов и вооружения, множество квестов, различных врагов и неплохую графику с реализованной системой день-ночь. В целом игра выглядит интересно. Что же касается оценок, то в Play Market проект получил свыше 300 отзывов и имеет средний балл 3,5. Это нарисованная от руки игра с открытым миром, движениями по сетке и пошаговыми боями.
По сюжету в королевстве назревают неприятности. Губернатор пропал, на острове начинает царить смятение, маги пророчат о темной тени, нависшей над королевством. И так уж вышло, что главный герой является приближенным к королю, и теперь игроку в лице все того же главного героя необходимо выяснить, что происходит, и предотвратить нависшую опасность. Отмечу, что в игре реализовано 5 раз, множество видов оружия, доспехов и заклинаний. По-настоящему огромный мир, полный тайн, магии и испытаний. Изначально игра распространяется на английском языке, но скажу по секрету, в интернете гуляет рабочий русификатор. Проект же получил более 1500 отзывов, средняя оценка 4,5 балла из 5 возможных. Миссия Берлин – это прежде всего игра в жанре экшена от третьего лица, где вначале игроку предоставляется возможность выбрать одного из двух персонажей – агента ЦРУ либо КГБ. У каждого свои особенности, которые пригодятся при прохождении игры. Также после выполнения заданий происходит начисление опыта, который можно тратить как на новые навыки, так и на совершенствование уже имеющихся. По геймплею можно свободно перемещаться по городу, пешком или на автомобиле. Можно выполнять различные задания, вступать в перепалки с врагами или просто изучать город. В общем и целом игра получилась неплохой. Также в ней есть русский интерфейс. И какой-никакой сюжет с атмосферой ночного Берлина за рулем старенького авто. Добавлю, что проект на сегодня не найти в App Store и Google Play. В первую очередь, это ролевая игра с открытым и немалым таким 3D миром. Что касается сюжетной составляющей, то королевству угрожает опасность, и спасти всех от бед может помочь только могущественный меч, который сперва нужно найти. Из особенностей подчеркну действительно обширный мир, неплохой саундтрек, множество видов оружия, возможность переключения камеры к первому и третьему лицу, множество различных врагов и, как подобает этому жанру, система прокачки. Проект получился интересным, за своей спиной имеет более 6500 отзывов и общую оценку в 3,8 балла. Это культовая ролевая игра, и да, я знаю, что официально на мобильное устройство она не выходила, но это не отменяет главного. Для тех, кто не играл, действие игры происходит в вымышленной вселенной, а мир является полностью открытым. Можно свободно путешествовать и полностью самостоятельно выбирать, чем заняться дальше. Из особенностей отмечу 6 типов оружия, 3 вида доспехов, система развития навыков и характеристик. И все это вписано в реалистично сделанный мир. Эту игру можно по праву назвать классическим проектом в своем жанре. Что же касается оценки, то проект получил большое количество положительных отзывов, как со стороны критиков, так и игроков. На этом, думаю, все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно напиши в комментариях, понравился ли тебе ролик и что бы ты хотел увидеть дальше на этом канале. Не забывайте поставить лайк, подписаться, нажать на колокол. А с вами было СВ. Играйте в отличные игры, а мы еще увидимся.